3 года назад Екатерина смогла убедить суд лишить Михаила родительских прав с помощью тщательно спланированной лжи и манипуляций. Когда Михаил, наконец, получил шанс восстановить справедливость, он услышал, как Екатерина вошла в зал суда, излучая уверенность, убежденная, что никто не сможет пробиться сквозь ее маску. Но когда настала очередь выступать их дочери, юной Ани, ее неожиданное признание погрузило весь зал в ошеломленную тишину. Перед зданием суда в центре Владивостока стояла 12-летняя Аня. Свежий вечерний воздух был насыщен напряжением, отражая ком в горле девочки. В ее просторной куртке она казалась еще меньше, тихо следуя за своей матерью Екатериной, чьи высокие каблуки уверенно стучали по тротуару. Между ними повисла молчаливая напряженность. Когда они подошли ко входу, к ним подошел строгий мужчина в темном костюме. «Екатерина. Аня, добрый день». Тихо поприветствовал он, его голос звучал уверенно. Это был Андрей, адвокат Екатерины. Женщина лишь кивнула и пробормотала: «Давайте поскорее покончим с этим». Они встали в очередь на проверку безопасности. Андрей наклонился и тихо напомнил: «Не забывай, Аня, наша версия, что твое состояние ухудшается из-за болезни, а не из-за того, что ты игнорируешь рекомендации». Девочка с легкой раздраженностью ответила: «Да-да, я уже слышала это 1000 раз». Когда дошла очередь до проверки, охранник заметил маленькую фляжку в сумочке Екатерины. «Извините, но нельзя проносить алкоголь в здание суда», — строго сказал он, конфисковав предмет. Андрей сжал губы, но промолчал. После проверки он отвел Екатерину в сторону. «Зачем тебе этот алкоголь? Мы же договаривались вести себя серьезно». Екатерина агрессивно посмотрела на него. «Просто забыла убрать». «И твой наряд?» «Мы уже обсуждали, что слишком яркая одежда и дорогие вещи создают неверное впечатление», — напомнил адвокат. «Сегодня я хочу выглядеть так, как считаю нужным», — высказала она. «Мой муж богат, и я не собираюсь притворяться бедной, чтобы понравиться судье». Андрей покачал головой, разочарование звучало в его голосе. «Нам нужно показать скромность и уважение». Екатерина лишь отозвалась холодно и обратилась к дочери. «Запомни слова адвоката. Будь тихой и не мешай». Аня робко кивнула, стараясь не привлекать внимания. Когда настало время дачи показаний, Екатерина уверенно продолжала свою игру, но внезапные слова Ани произвели эффект взрыва, который разрушил тщательно построенный фасад и поставил под вопрос все, что казалось ранее очевидным. Когда маленькая Аня начала говорить, ее голос дрожал, но слова были ясны и искренни. «Я хочу жить с папой», — призналась девочка, обращаясь к судье. «Мама часто говорит, что он плохой человек, но я знаю, что это не так. Папа всегда приходил на мои школьные праздники, помогал делать уроки и учил кататься на велосипеде, а мама часто сердится и кричит». В зале суда послышались шепоты, а Екатерина побледнела. Судья внимательно посмотрел на девочку, которая выглядела на удивление взрослой для своих лет. Михаил, отец Ани, достал из кармана фотографию, незаметную, но очень трогательную, на которой они вместе с дочерью улыбаются в парке у реки недалеко от его дома в Хабаровске. «Я всегда готов поддержать и помочь моей дочери», — сказал он со слезами на глазах, «и я надеюсь, что суд услышит правду, а не ловушки Екатерины». Судья сделал паузу, а затем тихо сказал: «Я принимаю к рассмотрению новые факты, и дело будет пересмотрено. Мы сделаем все возможное для защиты интересов ребенка». Екатерина, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, попыталась сохранить лицо, но ее уверенность пошатнулась. Аня обернулась и с легкой улыбкой посмотрела на отца, почувствовав впервые за долгое время надежду.
Прошло несколько недель. Судебное заседание длилось дольше, чем ожидалось. За это время были собраны дополнительные свидетельства, проведены опросы соседей и педагогов, которые посетили семью Ани. Оказалось, что Екатерина действительно склонна к эмоциональным срывам и иногда не контролирует свои эмоции, что негативно влияет на ребенка. Однако и Михаил, несмотря на искренние чувства к дочери, редко бывал дома из-за частых командировок и работы. Судья внимательно выслушал всех участников и принял решение, исходя из интересов Ани. Девочка останется с матерью, но под строгим контролем опекунских служб. Екатерине было предписано пройти курс психологической реабилитации и научиться справляться с эмоциями. Михаил будет иметь полноценное право посещения дочери и участвовать в ее воспитании. Через полгода состоится повторный суд, чтобы оценить ситуацию и при необходимости пересмотреть условия проживания ребенка. Аня, слушая решение суда, чувствовала и облегчение, и тревогу. Впереди было много работы, но теперь она знала, что оба родителя будут рядом, и ей не придется выбирать между ними. Прошло полгода. Это время Екатерина посещала психолога и участвовала в группах поддержки для родителей. Она училась контролировать свои эмоции и общаться с дочерью более спокойно и внимательно. Михаил, в свою очередь, старался чаще бывать дома и стал активнее участвовать в жизни Ани. Помогал с уроками, гулял с ней и вместе смотрел ее любимые мультфильмы. Аня заметила, как меняются родители. В доме стало теплее и спокойнее. Хотя все еще были сложные моменты, девочка чувствовала поддержку и любовь с обеих сторон. Она перестала бояться ссор и конфликтов, потому что знала, мама и папа делают все, чтобы ей было хорошо. На повторном судебном заседании судья отметил, что ситуация значительно улучшилась и решила сохранить нынешний режим общения и проживания Ани. Семья получила рекомендации продолжать психологическую работу и сохранять открытое общение. Постепенно жизнь вошла в привычное русло. Екатерина и Михаил научились находить общий язык, ставили интересы дочери превыше собственных разногласий. Аня росла счастливой и уверенной в том, что ее любят, и рядом всегда есть взрослые, на которых она может опереться. Дорогие зрители, а какое решение на месте судьи приняли бы вы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.